Остин и его дочь Оливия были невероятно близки. К сожалению, Остин скончался, когда его дочери было всего 5 лет. Во время похорон Оливия решила в последний раз обнять своего отца. То, что произошло дальше, заставило людей кричать. Остин родился в бедной семье, и у его родителей была мечта вырваться из порочного круга бедности, который передавался из поколения в поколение. К сожалению, они ушли из жизни прежде, чем их мечты смогли осуществиться. Полной решимости изменить свою жизнь, Остин искал способы создать для себя лучшее будущее. Он работал на стройках, прежде чем заняться продажей фруктов на обочинах дорог. Иногда он также работал в ночную смену на фабриках, чтобы заработать денег на поддержание своего бизнеса. После ночной смены он направлялся прямиком в свой маленький магазинчик и весь день, без сна и отдыха, продавал свою продукцию. В один из таких дней Остин встретил Софию в магазине. Сначала его поразила ее красивая походка, затем очаровательные глаза и веселая улыбка. София приходила за фруктами каждый день в одно и то же время. Так продолжалось несколько недель, и Остин не успел опомниться, как влюбился в нее. За это время София и Остин быстро стали близкими друзьями, но Остин жаждал большего. Он хотел, чтобы София была в его жизни, и ему хотелось рассказать ей о своих истинных чувствах к ней. Однажды, когда был предсказан сильный шторм, казалось, что судьба подарила ему именно такую возможность. В тот день Остин привез совсем немного фруктов, поэтому ему пришлось извиняться перед покупателями, которые пришли после того, как все было распродано. Однако он оставил любимые яблоки Софии в стороне, надеясь, что она появится. Должно быть, это был его счастливый день, потому что она пришла буквально через несколько минут. Когда Остин подавал яблоки, внезапно начался дождь. Мужчина был в панике, потому что ему пришлось быстро собрать все прилавки, пока дождь все не испортил. С деньгами у него было туго, так что любые незапланированные траты в данный момент были недоступны. К его удивлению, София помогла ему. На это у них ушло всего несколько минут, но молодые люди все равно насквозь промокли. Остин рассыпался в извинениях перед девушкой, но она отмахнулась от них со своей мягкой улыбкой. Они укрылись на автобусной остановке и проговорили несколько часов под проливным дождем. Когда Остин и София разговаривали, он больше не мог сдерживать свои чувства. В конце концов он признался, что любит ее и хочет, чтобы она была в его жизни. София на мгновение замолчала, охваченная эмоциями. Затем с теплой улыбкой на лице она спросила: «Почему ты так долго?» Я мечтала об этом моменте. После этих слов, произнесенных между ними, их отношения вскоре переросли во что-то прекрасное. В большинстве случаев София присоединялась к Остину на улице, чтобы продать фрукты. Их любовь была прекрасна, и это привлекало покупателей в их небольшой ресторанный бизнес. Вскоре появилась хорошая прибыль, и через несколько месяцев Остин смог открыть небольшой магазин. Он считал Софию своим талисманом, и его любовь к ней стала еще сильнее. По мере того, как бизнес Остина стремительно рос, его отношения с Софией развивались еще быстрее. У влюбленных было предчувствие, что они проведут вместе совсем немного времени. Всего через 6 месяцев они стали жить вместе и через 4 месяца поженились. Пара очень хотела создать семью, но, несмотря на все их усилия, они не смогли зачать ребенка. София была обеспокоена. Часто она не спала всю ночь и плакала. Остин просыпался, глубоко вздыхал и уверял ее, что когда-нибудь у них будут собственные дети. 2 года спустя София забеременела. Пара была вне себя от радости. Беременность Софии протекала гладко, и в положенный срок у счастливой пары родилась девочка, которую они назвали Оливия. Девочка была прекрасна. У нее были мечтательные глаза матери и изогнутые брови отца. Родителям Оливии потребовалось всего несколько лет, чтобы понять, что их дочь гений. К 3 годам она уже умела хорошо читать, и у нее были сильные математические способности. Их семья была отличной командой. Они все делали вместе и были по-настоящему счастливы. К сожалению, эта радость была недолгой. На 5-й день рождения Оливии произошел ужасный инцидент.
Семья играла в игры в помещении, когда Остин внезапно потерял сознание. Оливия отчаянно прижалась к нему и начала кричать: «Папа, проснись!». К счастью, через несколько минут Остин пришел в себя. София объяснила обморок стрессом и предположила, что это больше не повторится. Но всего неделю спустя Остин снова потерял сознание. После этих пугающих эпизодов супруги отправились в больницу, чтобы Остин мог пройти обследование. Там они узнали, что он умирает. У бедного Остина была диагностирована неизлечимая болезнь, и его немедленно взяли под наблюдение врачей. С каждым днем состояние Остина неуклонно ухудшалось. София скрыла это от Оливии и сказала ей, что папу нужно срочно доставить в больницу по каким-то особым причинам. Несмотря на свой юный возраст, Оливия чувствовала, что ее отец болен. В конце концов, она часто навещала его в больнице вместе с матерью и сразу почувствовала, что что-то не так. Маленькую Оливию расстраивали попытки матери скрыть от нее правду. Однажды днем, когда София кормила Остина в больничной палате, Оливия внезапно взяла отца за руки и с ноткой страха в голосе спросила: «Папа, ты умираешь?». София недоверчиво уставилась на маленькую девочку. Однако Остин остановил ее и со слезами на глазах сказал: «Да, доченька, папа больше не может быть с тобой». В ответ Оливия поцеловала своего отца. Затем она взяла его за руки, положила их себе на грудь и сказала: «Папа, ты всегда будешь со мной, прямо здесь, в моем сердце». После этого случая София стала каждый день привозить Оливию навестить своего отца. В присутствии дочери Остин, казалось, обрел новое ощущение жизни. Однако его здоровье продолжало стремительно ухудшаться. Несмотря на эту душераздирающую ситуацию, Оливия оставалась сильной и мужественно сдерживала слезы всякий раз, когда у ее отца случались припадки. Довольно скоро всем стало ясно, что у Остина осталось не так уж много времени. София отказывалась признавать, что ее муж не будет бороться за свою жизнь. «Почему ты решил уйти от нас?» — спросила София со слезами на глазах, увидев своего мужа, безжизненно лежащего на больничной койке. «Ты обещал всегда быть рядом, любить меня вечно. Почему ты не можешь бороться?» — сердито спросила она. Остин, собрав последние силы, притянул ее к себе, обнял и сказал, что ему очень жаль. Но София выскользнула из его объятий и выбежала, заливаясь слезами, застилавшими ей глаза. После ухода Софии Оливия провела весь день со своим отцом, никому не разрешая входить в его комнату. Она крепко обняла отца, и они оба заплакали. В глубине души они попрощались. Остин мирно скончался во сне. На следующий день, когда София узнала о смерти своего мужа, она была безутешна. Ее переполняли сожаления, и она злилась на себя. Она пожалела, что не попрощалась с ним как следует и не пообещала, что никогда не перестанет любить его и не выйдет замуж за другого мужчину. Оливия, с другой стороны, чувствовала себя умиротворенной. Все эти прекрасные разговоры, которые она вела с отцом, помогли ей обрести душевное равновесие. София не переставала плакать даже на его похоронах. Оливия была печальна, но глаза ее были сухими. Перед тем, как опустить гроб с телом Остина, Оливия почувствовала желание обнять своего любимого отца. В последний раз она спросила свою мать, можно ли ей обнять отца в гробу, и женщина согласилась, не видя в этом ничего плохого. Все с жалостью наблюдали, как Оливия обнимала отца несколько минут, которые показались ей вечностью. Слезы текли по щекам маленькой девочки и намочили погребальную одежду ее отца. Оливия шептала отцу на ухо нежные слова, а затем в последний раз поцеловала его в лоб. И в этот момент произошло нечто совершенно шокирующее. На кладбище внезапно прилетел голубь и сел Остину на грудь. Голубь слегка клюнул Оливию, и ее губы растянулись в улыбке. В то время как взрослые тряслись от страха, даже София была немного встревожена, не зная, что с этим делать. Оливия знала, что голуби олицетворяют мир и любовь, поэтому она восприняла это редкое явление как способ ее отца в последний раз показать свою любовь к ней. Много лет спустя Оливия рассказала своим детям и внукам о невероятной любви, которая связывала ее с отцом.
Дети и внуки Оливии также верили, что присутствие голубя символизирует любовь, которую Оливия испытывала к своему отцу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.